Срочный звонок в Москву. Трамп запросил переговоры с Путиным. Объявлено прекращение огня. Перемирие между Украиной и Россией началось. Путин отдал приказ. Детали были обсуждены еще в Абу-Даби. Красный уровень опасности в Украине. Зеленский вышел с заявлением. Реакция на прекращение огня и обращение к Путину. Озвучены 3 сценария конца войны. Кто победит? А военный фанатизм в Европе, Будапешт против Брюсселя, Венгрия критикует Лондон и Париж за планы по отправке военных в Украину. Президент срочно созвал военных. Точечные американские удары по силовикам Ирана. План США для вспышки новых протестов в стране. Большие потери признаны. Армия заявляет о 70 тысячах погибших среди мирного населения. Регион решил отделиться. Сепаратисты готовят заговор и требуют $500 миллиардов на референдум. Кого и что не устраивает на этот раз? Отчет замужней женщины. Россиянок хотят обязать отчитываться мужу о возможном прерывании беременности. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Я начинаю. Военный фанатизм охватил Европу, так считает Венгрия. Брюссель открыто заявляет, что не готов к миру в Украине и хочет воевать, сказал глава МИД Венгрии Сиярто после заседания министров иностранных дел ЕС. Также Будапешт возмущен новым предложением Евросоюза о выделении на закупку вооружений для Украины средств Европейского инвестиционного банка. Этот банк, отметил Сиярто, создавался для финансирования экономических, а не военных проектов. Венгерский министр раскритиковал планы Лондона и Парижа отправить своих военных в Украину в случае заключения мирного соглашения. Он считает, что это фактически положит начало Третьей мировой. Перенос военной подготовки ЕС на Украину – это пересечение красной линии, которое может легко привести к прямому военному столкновению между странами ЕС и Россией, при том, что большинство стран ЕС – члены НАТО. Это может привести к прямому столкновению между страной НАТО и Россией, что означает конфликт НАТО-Россия, то есть Третью мировую войну. Система власти Зеленского начинает трещать по швам. Об этом говорится в материале издания Welt, которое критикует действия Банковой. Стратегия Зеленского по оживлению заблокированной политики страны в свою пользу постепенно достигает предела. Вместо того, чтобы переставлять между должностями политически неамбициозных технократов, сегодня Зеленскому приходится прибегать к таким фигурам, как Буданов, говорится в материале. Там напоминают, что экс-глава ГУР настолько популярен, что сейчас мог бы победить Зеленского во втором туре президентских выборов, если бы такие состоялись. Очевидно, что политическая лояльность Буданова имеет срок годности. В вопросах он пока идет после бывшего главкома Валерия Залужного, который временно политически нейтрализован должностью посла Украины в Великобритании. Однако и тот в своих медийных выступлениях все чаще дает понять критику в адрес Зеленского и собственные политические амбиции на высший пост. Система власти президента начинает разрушаться. В материале также говорится о внутренней перегрузке. Пока Зеленскому рукоплещут за рубежом, внутри Украины нарастают институциональные и политические трения. Здесь опять же идет напоминание о всех коррупционных скандалах, связанных с близким окружением Зеленского. Проблемы и во фракции. Слуга народа формально сохраняет большинство, но все чаще демонстрирует разногласия. А при ключевых голосованиях Банковая, по оценкам наблюдателей, вынуждена опираться на ситуативную поддержку оппозиции. На этом фоне растет популярность военных фигур, включая Кирилла Буданова и Валерия Залужного, которые в вопросах входят в число самых популярных публичных персон, пишет Welt. Эксперты отмечают, что появление альтернативных центров доверия ослабляет монополию президентской вертикали. Дополнительным источником напряжения остаются конфликты с мэрами крупных городов. Россия забирает Донбасс, ВСУ выходят. Киев получает западный военный щит, который для Москвы является абсолютно неприемлемым, а затем все зарабатывают деньги. Именно так Белый дом видит окончание многолетней войны в Украине. Об этом пишет Wall Street Journal. Мир по Трампу выглядит пугающе простым, говорится в материале. При этом аналитики считают, что есть 3 варианта развития событий и сценария этой войны на 2026 год. И вот они. Один из них – Украина ломается первой. И речь идет об истощении армии. Если выносливость Украины иссякнет, ей, возможно, придется принять трудное соглашение. Вариант второй – устает Россия. Здесь уже о стагнации российской экономики, нефтяные доходы под давлением, санкции бьют по энергетике. Однако Wall Street Journal выделяет 3-й и самый вероятный вариант. Россияне и украинцы продолжают воевать, продолжают разговаривать. Переговоры идут по кругу и становятся частью боевых действий, пишет издание. Но обе стороны также опасаются, что США могут нанести им ущерб, если Трамп разозлится из-за тупика. Украине по-прежнему нужны американская разведка и другая поддержка. Россия уязвима к более жестким санкциям.
Поэтому каждая сторона стремится показать Трампу, что она конструктивна, а виноват в продолжении войны противник. В России же делают заявление, требования Путина не изменились. В МИД РФ вновь ссылаются на его речь за июнь 2024 года, в которой он требовал вывести ВСУ с территории, которые сейчас России не подконтрольны. Также вспоминают стамбульские договоренности. При этом Лавров накануне заявил, что Москве ничего не известно о том, о каких гарантиях безопасности договорились Киев и Вашингтон. Я, например, слышал, что, по крайней мере, Марко Рубио, вдруг его пригласили в Сенат, он сказал, что вопрос о гарантиях безопасности решен. Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику. Лавров при этом не стал отвечать, почему в новом раунде переговоров 1 февраля в Абу-Даби не будут участвовать американцы, а за столом окажутся только делегации России и Украины. Глава МИД РФ ограничился лишь заявлением о том, что переговоры должны проходить в конфиденциальной тишине. В то же время издание Kyiv Independent пишет, что главный переговорщик Трампа по Украине неоднократно демонстрировал поразительное незнание базовых фактов о войне и политической системе страны. Он ошибочно заявил, что в Украине есть вице-президент, посчитав, что это Буданов, и не смог назвать дату начала полномасштабной войны. Более того, он назвал второй этап войны с 22 года длиннее Второй мировой, что не соответствует фактам. Эти оговорки вызвали тревогу в Киеве, пишет издание. Посланники Трампа, которым поручено урегулирование войны России против Украины, не имеют традиционного дипломатического опыта. Это заметное отклонение от прежней американской практики. Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, назвал ситуацию крайне тревожной. «Это серьезная проблема», — сказал Мережко Kyiv Independent. Этот переговорщик уже допустил несколько крупных ошибок как технических, так и, по сути, серьезных дипломатических. Третий красный уровень опасности — морозы до минус 30. Чрезвычайная ситуация в Украине, спецслужбы в повышенной готовности. Одна из причин — возможные повторные удары по энергетике. Такие сообщения появились в Украине накануне, еще до того, как было объявлено о прекращении огня и ударов по энергетическим объектам, то есть о перемирии. Оно, судя по заявлениям сторон, уже действует несколько часов, с 00 часов 30 января. О срочном звонке в Москву, переговорах с Путиным и о том, что он согласен отдать приказ не стрелять, заявил поздним вечером 29 января Трамп. Я лично попросил президента Путина не стрелять по Киеву и разным городам в течение недели. И он согласился это сделать. И я должен сказать, это было очень приятно. Многие говорили мне: не трать звонок впустую, у тебя ничего не получится. А он это сделал, и мы очень рады, что они это сделали. Потому что, ко всему прочему, это точно не то, что им сейчас нужно, ракеты, прилетающие в их города и поселки. Я считаю, что это было очень хорошее дело. И в Украине были очень рады этому, потому что они сейчас находятся в крайне тяжелом положении. Трамп подчеркивает, это неделя перемирия и прекращения огня. Причина – экстремальные морозы. Спецпосланник Уитков, который недавно вернулся из Москвы, похвалил и Трампа, и россиян. Думаю, это показывает, господин президент, как вы обеспечиваете своего рода всеобъемлющее присутствие в этих переговорах. Украинцы никогда не думали, что это может произойти. Русские делают вещи, за которые, возможно, им не отдают должного. И я думаю, в конечном счете все сводится к вашему несгибаемому духу. Но это было хорошее дело. Энергетическое перемирие. Россия не бьет по украинским объектам, Украина не бьет по российским. Это то, что обсуждалось в Абу-Даби, пишет Financial Times. Идея принадлежала американской стороне. Это жест доброй воли и шаг к деэскалации, говорится в материале. Издание также уточняет, что после заявления Трампа о прекращении огня в Киеве не сразу подтвердили информацию. Офис президента Украины не дал немедленного комментария по этому поводу. Однако высокопоставленный чиновник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сказал, что Киев пока не получил подтверждения ни от России, ни от США о том, что энергетическое прекращение огня вступило в силу. Если Россия не будет наносить удары по Украине, то Украина это поддержит. Украина не будет отвечать ударами, сказал чиновник. Уже спустя пару часов после заявления из Вашингтона с обращением вышел Зеленский. Он сказал спасибо Трампу за его усилия и также написал в сети X, что рассчитывает на то, что Путин сдержит перед США свое обещание. Кроме того, дал понять, что перемирие начинается с 30 января. Благодарю американскую сторону за усилия, направленные на то, чтобы в это время остановить удары по энергетике, и надеемся, что США удастся это обеспечить. Сегодня есть заявление президента Соединенных Штатов. Реальная ситуация сейчас, ночью и в эти дни, на наших энергетических объектах и в наших городах это покажет.
Об атомной бомбе заговорили в Германии. Бывший глава МИД ФРГ Йошка Фишер открыто призвал Европу к ядерному перевооружению. Причина прямая и тревожная. Американские гарантии безопасности больше не кажутся надежными. Об этом Фишер заявил Тагешпигель. Немецкую атомную бомбу политик отвергает, но настаивает. Ядерное оружие должно быть общим для всей Европы. Германия, по его словам, обязана брать лидерство, но никогда больше не действовать в одиночку. Пока Фишер делает ставку на общеевропейское решение, в Берлине все громче звучат призывы обсудить собственное ядерное оружие, пишет Бильд. Ядерный вопрос – это ядро национального суверенитета государства, говорят немецкие эксперты. С технической точки зрения Германия, по мнению экспертов, может быть готова быстрее, чем принято считать. Химик Райнер Морман, более 30 лет проработавший в исследовательском центре Юлиха в области ядерных технологий, утверждает, Германия была бы способна создать атомную бомбу в течение 3 лет. Нетаньяху признал большие потери. В ходе войны между Израилем и Хамас погибли около 70 тысяч жителей Газы. Об этом со ссылкой на данные Цахал сообщает Иерусалим-Пост. При этом израильские военные оспорили долю гражданских жертв, о которой заявляет ООН, и подчеркнули, что от голода не умер ни один человек. Погибли только те палестинцы, которые страдали серьезными заболеваниями еще до войны, говорят в Израиле. В то время как различные международные организации утверждают, что подавляющее большинство погибших – это мирные жители, армия обороны Израиля настаивает, что эта цифра завышена и заявляет около 25 тысяч убитых на совести боевиков Хамас. Также, по данным Цахал, в отдельные периоды Хамас казнил большое число палестинцев, которых считал политическими противниками, либо мирных жителей, которых пытался удержать от эвакуации из районов, объявленных армией зоной обязательного выезда. Иран под прицелом. Самая мощная военизированная опора иранского руководства, корпус стражи исламской революции, объявлен террористической организацией. Такое решение накануне приняли в Евросоюзе. Кроме того, ЕС ввел санкции против 19 иранских граждан, а также 12 организаций и компаний. Это ответ Европы, как заявляется, на массовые репрессии в Иране. По данным правозащитников, во время недавних протестов погибли тысячи человек, десятки тысяч людей арестованы. Репрессии не могут оставаться без ответа. Министры иностранных дел ЕС только что сделали решительный шаг, признав корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией. Любой режим, который убивает тысячи своих граждан, сам ведет себя к собственной гибели. Точечные удары по силовикам и лидерам Ирана задумал Трамп. Цель, чтобы страна опять вспыхнула протестами, а правительственные здания были захвачены. Это один из вариантов давления на Тегеран, который рассматривает Белый дом. Если такие удары на захват правительственных зданий. При этом израильские и арабские официальные лица предупреждают, что одна воздушная мощь не сделает так, что режим падет. Также рассматривается масштабный удар, способный иметь долговременный эффект. Например, по баллистическим ракетам, которые могут достичь союзников США на Ближнем Востоке, или по ядерной программе Тегерана. Однако окончательного решения Трамп пока не принял. Устранение верховного лидера Хаменеи не приведет к краху режима, заявил на условиях анонимности израильский чиновник в комментарии Рейтер. По его словам, одними авиаударами режим не свергнуть, поскольку появится новый лидер. Тем не менее, сейчас в гостях у Трампа целая делегация от Нетаньяху. В ее составе, сообщает Axios, топы оборонных и разведывательных ведомств Израиля. Американские источники рассказали изданию, израильская команда прибыла в Вашингтон, чтобы поделиться разведданными о возможных целях внутри Ирана. Наращивание военных сил США в Персидском заливе будет завершено в ближайшие дни, говорится в материале. Начальник военной разведки Израиля генерал Шломи Биндер во вторник и среду провел встречи с высокопоставленными чиновниками Пентагона, ЦРУ и Белого дома, сообщили 2 американских источника. Один из них уточнил, что Биндер прибыл для доклада администрации Трампа по конкретным разведданным об Иране, которые запросили США. Иран же готов открыть ответный огонь уже в конце этой недели в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, начнутся иранские военные учения с боевой стрельбой, сообщает Аль-Арабия. Главные участники маневров – военно-морские силы корпуса стражей Исламской революции Ирана. Официальный Тегеран также предупредил гражданские суда о сложностях с навигацией, которые могут возникнуть в результате учений.
Регион решил отделиться. Сепаратисты тайно добиваются отделения важного промышленного региона от страны. Уже прошло несколько встреч с администрацией президента. Группы ультраправых сепаратистов, выступающих за независимость канадской провинции Альберта, с апреля прошлого года трижды встречались в Вашингтоне с представителями Госдепартамента США, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами. Сейчас канадские сепаратисты переходят от слова к делу. Как пишет издание, они запрашивают у США новую встречу и намерены просить кредит на $500 миллиардов на случай референдума об отделении от Канады. Сепаратисты заявляют, что в Вашингтоне к ним относятся с энтузиазмом и намекают на прямые контакты с высшими кругами власти. В Белом доме и в Госдепе это подтверждают лишь частично, утверждая, что речь шла об обычных встречах, без каких-либо обязательств. Минфин США отрицает сам факт обсуждения финансовой поддержки. Напомню, что Альберта – главный поставщик иностранной нефти для США, говорится в материале. Переговоры всплыли на фоне публичного конфликта Трампа с премьером Канады Карни и усилили подозрения в вмешательстве США во внутренние дела страны. По словам источников, знакомых с позицией США, Вашингтон вряд ли окажет какую-либо реальную поддержку маргинальному сепаратистскому движению. Тем не менее, сами переговоры подчеркивают напряженность в отношениях между Белым домом и федеральным правительством Карни в Оттаве. В России церковь призывает запретить замужним женщинам делать аборты, если будущий отец ребенка не согласен. Глава РПЦ требует на федеральном уровне криминализировать склонение к аборту, полностью запретить аборты в частных клиниках и обязать женщин уведомлять о намерении прервать беременность своих законных мужей. Это неправильно, если только женщина принимает решение об аборте, поскольку психика у женского пола более подвижна, заявил патриарх. По его словам, в России разворачивается трагедия абортов, операции, по его мнению, проводятся без острой необходимости и превратились в рутинную услугу. Отмечу, ранее РПЦ неоднократно призывала к законодательному запрету склонения к аборту, чтобы победить демографический кризис в стране. Друзья, вновь и вновь говорю всем вам спасибо за вашу поддержку, хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.